надо ехать. Да, весело. Еще и кладбище. Классно. Здравствуйте, дорогие подписчики. Очередное заброшенное место, очередная крепота. В этот раз я здесь один. Еще и на кладбище. В общем, это заброшенная церковь. Что-то летало. Церковь. Что меня сюда привлекло? То, что в записях в официальных говорится о том, что... Ну, как официальных? Народ так говорит. Что здесь вроде бы якобы бродит призрак неупокоенного... В общем, непокойный призрак. Там какие-то иконы. Видимо, приходят сюда люди еще помолиться. Так, здесь еще опасность. Могут кирпичи упасть. Буду крайне аккуратен. Не видно, что падают. Ладно, сейчас дойдем до туда, расскажу эту историю. В принципе, очень много разных историй про это место. Одно есть правдивое, официальное, и остальные уже выдумки. Но еще бы в таком месте не выдумать что-то криповое. Фух. Собаки. Это вода. Да, дождь был, поэтому тут еще и туман. В общем, все как в фильмах ужасов. Еще и кресты. Да, наверное, зря я сюда один поехал. Ух ты. Это, видимо, новая кладка, чтобы она полностью не разрушилась. Либо пытались ее реставрировать, но как-то слабо. Кирпичи падают. Тут, видимо, был колокольный кресел. Кстати, ну ладно, начну с истории. В общем, в 19 веке, когда ее построили, она была деревянная. Это, по-моему, был 1926 год. Как раз коммунизм пришел к власти. И зимой, когда была Пасха, все веселились. Деревенские пришли сюда осветить куличи и прочее, что там на Пасху делается. В этот момент забегают три ярых коммуняки. В этот момент всеобщего ликования в церковь вошли Митька Жук, Гришка Казак, Петька Лобода с сыном Семеном, Варька Култышкина и несколько членов группы «Бедноты». Митька Жук поднялся на паперть, а потом, выждав минутку, заявил: «Товарищи крестьяне, по постановлению партии нашего правительства, а также по решению сельской парторганизации и сельсовета церковь, как рассадник опиума среди народа, закрывается и отныне всякая церковная служба запрещается. А поэтому прошу всех расходиться по домам. Всех, кто будет баламутить народ и мешать этому справедливому делу, будут арестованы и переданы суду». И давай все крушить, ломать. Так очень как будто кто-то тут закопан. В общем, крушить, ломать. Подожгли церковь, подожгли иконы. Люди даже бросались спасать иконы ценой своему здоровью. Вот. И был тут еще местный дурачок, который всему этому радовался. Ну, видимо, умалишенный. Радовался, что все это разрушает. Ну, в общем, жечь сожгли, но не полностью. Наверху были, наверное, где-то либо здесь, либо с той стороны, висели два больших креста. Они были, я так понял, бронзовые или из какого-то металла. В общем, все думали, что это не золото. А на самом деле золота там не было. Но, естественно, коммунисты хотели поживиться и их скинуть. А находилась она прям в самой высоте. Добравшись до следующего яруса, он дернул веревку, и лестница, упиравшаяся нижним концом в неширокий карниз, скользнула вдоль стены, быстро опустилась вниз, потянула за собой дурака. Ему нужно было бросить лестницу, а он со страху еще больше вцепился в нее, не удержал ее, перелетел через барьер и, распластавшись в воздухе,
грохнулся на землю. Это произошло в считанные секунды, что стоявшие внизу мужики не сразу поняли, что случилось. Когда подбежали к нему, то Ванька Попов уже не дышал, а из носа и открытого рта струились ручейки алой крови. Случись это в другое время, все село пришло бы проститься с этим несчастным человеком. Но теперь во всем селении нашлось несколько досок на гроб, и никто не хотел его ладить. Отец Василий, сославшись на болезнь, отказался отпевать покойника. Так и похоронили сельскую примечательность без гроба, завернув в дырявое верете. Ну и местные отказались его хоронить, так как он плохими делами занимался. Поп тоже отказался, сказал, что он заболел. В общем, его просто, наверное, те же коммуняки окутали в белое одеяло и где-то здесь закопали. Ни креста, ничего не поставили. Ну и местные говорят, что вроде как его неупокоенный дух тут ходит в белом одеянии. Или не в белом, ну в общем, что-то здесь такое есть. Иконы прям новенькие. Так, это у нас что? Это, видимо, псалтырь. Ладно, не трогать не буду. Прям странно как-то. Такое ощущение, как будто могилки. Тут или просто сложили. Странно. И тут прям так же. Нет, точно могилки, потому что цветы здесь просто так не будут лежать. Пакет. Что в пакете? А нужно мне это знать? Ну тут, наверное, всякие записи, статьи, видео какие-нибудь. Так, ну место небольшое, поэтому пойдем дальше. Пройдусь вокруг кладбища. Время 2 часа ночи, поэтому самое то для призраков, насколько я знаю. Начнем сначала. Так, кладбище. Ищем призраков в белом или в каком-то одеянии. Так, еще здесь была история о том, что вроде бы после Второй мировой парень с девушкой гуляли, оно было тоже разрушено. Парень решил зайти. Девушка говорила, не надо, не заходи. Плохое это место. Хотя непонятно, почему плохое, если это церковь. Но он пошел. И не вернулся. Говорят, вообще просто исчез. Ну, мне кажется, это уже больше на байки похоже. Странно, местные тут хоронят и сразу же мусорят. Почему нельзя сразу убрать за собой? Да, на кладбище, что ночью крипово, это то, что такое ощущение, как будто на тебя все смотрят. Надеюсь, местные тут не придут меня прогонять. Я не расхищаю, просто смотрю. Снег еще остался, хотя уже тепло довольно-таки. Дождик прошел, звуки отовсюду не очень приятные. Еще кажется, как будто кто-то крадется. Кресты старые. Интересно, их как-то утилизируют или так и будут стоять в нить. Обломился памятник. Да. Я думаю, сделают. Камни старинные. Так, кстати, тут еще говорили, что вроде как есть старинный винный погреб. Но вход к нему давно уже завален. И что-то не видно. Мне кажется, тоже все это байки. Хотя вот это вот плита явно сюда не просто так завезенная. Что-то тут тоже было земное. Ладно. Копать хуй не будем.
Так, соберись, соберись, соберись. Ой, мурашки пошли. Это просто какая-то тряпка. Что она здесь делает? Охренеть. Так, мне кажется, пора отсюда валить. Не? Блин, как это жутко выглядит. И главное, она... Блять, это мой фонарик. Здесь одному. Сюда. Блин, такое ощущение, как будто это рука. Это вторая. Она еще шатается. Здесь кто-нибудь есть? Блин. Как же стрёмно. Она не старая. Так, что там изгнанная. Блин. Надеюсь, никто не выглянет из-за надгробия. А то я тут прям сразу же и закончусь. Блин, убрать надо. И трогать стрёмно. И мусорить не хочется. Кто-то же сюда закинул. Блин. Так, ладно. В принципе, думаю, все. Сейчас собаки эти. Это что, зеленое пятно, как будто помечено. Краска. Стрёмный пипец. Если бы это не белое, не тряпка. Никто не выглядывает из окон. Туманище. Как же стрёмно. Вообще черное просто. Даже ничего нету. Ох ты, ёп. Надеюсь, не я один это вижу. Точно. Глаз, глаз и рот. Или мне это уже вообще... Ёпарас. Охренеть. Или это воображение мое? Твою мать. Это еще что такое? Ну ладно, это хоть что-то понятное. Опять какой-то обвалившийся памятник. Блин, я думал, это будет легкая прогулка. Вот такая криповая. Охереть. Извините. Так, ну такое вот место, дорогие подписчики. Ну, на летучая мышка. Все по классике. Надеюсь, понравилось. Может быть, еще сюда вернусь. Уже с друзьями поподробнее. Блин, даже заикаться начал страх. Поподробнее рассмотрим все это. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.